Вот, и это Архангельская изба, где мы только что были, да. О, кстати, зацени, а это что такое? А это колодец. Колодец? Макс, что такое колодец? Колодец это яма с водой, да? Так или не так? Так, да. В деревнях его используют для того, чтобы получать воду. То есть тут должно быть ведро. Здесь нет ведра, Здесь да? его нет, мы не получим воды. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. А Ай-яй-яй. там немножко мусор, Мусорка. а не вода. То есть это такая мусорка. Это фейковый колодец, друзья. Не настоящий колодец. Но здесь очень круто. Здесь есть разные дома из разных областей России, из разных регионов России. Вот. И мы можем посмотреть на архитектуру вообще из всех уголков России. Правильно или неправильно? Правильно, Отлично. да. Пойдем смотреть? Пойдем? А вот это, друзья, старинное русское изобретение, чтобы было удобно пилить дрова, да, пилить дрова. Вот смотрите, здесь есть бревно лежит, да, и эта вещь называется козлы. И на них просто удобно класть бревно и затем пилить, да, распиливать бревно на несколько частей. После этого с помощью топора, да, эти бревна, они рубятся. Ты рубишь дрова и затем ты с помощью этих дров топишь печь. Вот так просто все выглядит. Вот здесь очень много деревянных строений. То есть дома в России строили из дерева преимущественно, да? Но в некоторых регионах России, особенно на юге, леса не было. И поэтому строили такие дома, которые называются мазанка. Мазанка имеет каркас из дерева, но сверху, так как дерева мало, да, то сверху они обмазывались глиной. То есть люди брали глину и мазали эти дома. Поэтому это мазанка. То есть обмазанная глиной изба или обмазанный глиной дом. Вот, можете посмотреть, да, вот она глина. Вот она глина. Такие дома вы можете встретить на юге России, и очень много их на Украине и в Белоруссии. Это гостиница. Она тоже вся построена из дерева, из бревна. Это такой огромный сруб, очень крутой. Вот. Но, к сожалению, мы не будем сегодня здесь ночевать в гостинице. Мы сейчас идем в дебри. Да, дебри. Вот. Где дебри? Дебри там. Но вы знаете, Россия очень большая, и избы, мазанки, а есть еще юрты, да? Юля, как тебе в юрте? Довольно уютно. Довольно уютно. Давайте зайдем в юрту. Посмотрите, здесь есть несколько юрт, и это юрты деревянные. Да, очень интересно. Вот, например, это алтайская юрта. Вот, население Южного Алтая жили вот в таких юртах. Обычно юрты это дома из какого-то материала, ну, типа ткани, да, из какой-то, Да. или из шкур. Но это юрта деревянная, то есть люди в ней жили прям долго. Они уже не мигрировали постоянно, они уже не были... Кочевыми. Да, кочевниками, они не были кочевниками, они жили постоянно. Но все равно сама конфигурация, да, сама форма этой юрты, она форма юрты, но деревянная. Вот, да. Здесь должен быть огонь, вот, он горит, и весь дым уходит вот туда. Поднимаемся в старинную русскую избу.
Старинная русская изба, да, вот этот дом. Вот так примерно все выглядело. Здесь лестница в этот дом. Вот. Здесь стоят лавки. Лавки это вообще, это прям 100% русский тип, не знаю, стульев или сидений, да, на чем сидеть. Вот это лавка. О, хорошо, на лавке можно посидеть. Юль, давай с тобой на лавке посидим. Давай посидим на лавке, Макс. Вот. Этот дом, он полностью построен из дерева, он построен из бревна, вот это бревно. И такой дом называется сруб, потому что его дерево рубили топором, а дерево падало, как бы рубили деревья и делали сруб. Что нужно знать о русской избе? Самое главное, это нужно понимать, по какому типу строились русские избы, какая у них конфигурация. А конфигурация у них на самом деле одна, и я сейчас вам покажу, какая. Вот смотрите, есть одна стена, да, это дом, мы смотрим на дом сверху. Есть вторая стена. Есть третья стена, а есть кот. Вот, есть третья стена, есть четвертая стена. Вот, это наш дом, да, вот здесь крыша. И есть еще пятая. Кот, ты унес одну стену. Так, кот похитил одну стену, хорошо. Вот, и посередине находится пятая стена. Как бы вот получается 5 стен в доме, да. И здесь находится печка посередине, да, то есть стена, она здесь где-то наполовину, вот так, а здесь печка. И эта печка обогревает эту комнату и эту комнату. И это называется дом пятистенок. Да, вот здесь дверь, например. Дверь, одна комната, вторая, 5 стен. И вот по такой конфигурации, по такому типу строились российские избы. Да? Да. Вот. А сейчас мы зашли в такой пятистенок. И сейчас мы посмотрим, что там есть внутри. Вот они стены, да, и вот это посередине 5-я стена. Вот это вот понюхайте. Очень хорошие. Да, отравленцы. Ух ты. Вы миагентом работаете? Да, да. Это мягко, Уже да? все знаете, мята, да, конечно, мята. Очень здорово. Да. Называется кубышка травника, делаю для здоровья. Вот здесь вот побыстрее, видите? А вот это, извините, красный угол, я так помню, что там икона стояла, да? Красный угол, То это есть- тут где икона. Где икона? Мужской угол. Вставляем. Снизу высоко, да. Так. И вот это вот. А, и это туда. Снизу вверх. Правильно. Правильно. И разбираем петельки вот таким образом. Почему отлично?